продолжаем наше путешествие. И сейчас мы двигаемся в Джаньхэ. Это населенный пункт на пути вот, от Уишани к морю. Тоже очень красивые горы. И сейчас посмотрим, как нам обстоят дела с чаем. Это называется Гаусулу, то есть скоростная дорога.两棵树从小相伴相生长大，然后已经有几百年的历史。然后我们可以进看看，好不好？ Здесь такой своеобразный символ этого места, который очень уважают местные жители. То есть два дерева, сросшиеся вместе. Вот, им больше 200 лет каждому. Директор фабрики, он просто очень любитель вообще китайской древности, и он, значит, во-первых, вот эти сами ворота, они еще Миндай, Тойма, Мин, Тидай, ну это к династии Мин еще, значит, были сделаны эти ворота, они как бы не отсюда, но их, он, собственно, были бережно разобраны, скажем так, и провезены сюда, как, собственно, такой вот вход на завод, да, вот, а вот эти кирпичи, которые обрамляют ворота, да, то есть как фундамент, они, соответственно, тоже с построек уже разрушенных, но были собраны бережно, значит, и сделано здесь с династии Сун. То есть, собственно, эти вот кирпичи еще династии Сун здесь сохранились, собственно, они их просто так вот аккуратненько вставили сюда. Ага. 然后您可以看一下，就是都是收工的呢。大象鼻子拖嘛，拖起来。它是创办于1999年，然后已经通过了ISO 90012000国际认证。Табличка, обозначающая достижение завода, то есть, соответственно, что им присвоено качество соответствия, ISO 9001, что один из самых, в общем-то, лучших, потом, значит, ISO 22000, чтобы производство соответствует полностью всем требованиям международным, да, качества, в том числе, соответственно, они еще указано то, что они восстановили и продолжают ручное производство, полностью ручное производство белого чая. Динтян, цайда, жаго, фандерели. 采摘，然后放在这边叫做尾雕。多长时间你在这放在这儿？多长时间？对。大概的话就是我们大概要放。Здесь происходит как бы сушка чая первичная, да, то есть после сбора, вот, потом, значит, складываются в эти подносы и примерно около целого дня, да, то есть они вот так вот лежат. 天井。是聚光聚气的地方。明白。你的传承人廊桥传承人来写的这个，然后我们这个筛架子一共是大概是70米，70米这么长，然后一共有12000个水筛。Это огромнейшее, собственно, пространство для сушки чая, то есть более 70 метров, одновременно делается примерно, внимание, 10 тысяч дзиней чая. То есть это очень большой завод, но при этом, что удивительно, они полностью сохранили технологию производства белого чая, то есть без каких-либо изменений. Вот, то есть используются только деревянные материалы, причем как для самой постройки, для самой сушилки, так и подносы полностью бамбуковые, без металла. Считается, что, вот, например, такие же подносы с металлической сеткой, которые тоже можно встретить на чайных производствах, они нетрадиционные, и поэтому они портят качество чая и его вкус. Окей. Здесь можно постоять. Здесь мы видим только что собранный чай. Вот, то есть буквально только что принесли его сборщики. Потом здесь же он, собственно, складывается на подносы и ставится, соответственно, вот в эту сушильню. А здесь уже чай, который полежал 2 дня. То есть, вообще, как я говорю, процесс сушки здесь немножко дольше, чем это может быть у лунов и у других сортов чая. То есть бывает от 1,5 до 3 дней. И вот здесь вот чай, который пролежал, соответственно, просушился уже почти 2 дня, и видно, как изменились листочки. То есть уже так они немножечко скукожились. Вот, и, собственно, чай практически готов. Завод находится в такой как бы ложбине между 2 горами, да, и, соответственно, с горы идет ветер.
И чтобы этот ветер не убирал как бы за аромат чая, да, то есть не, чтобы чай не выветривался, грубо говоря, да, здесь закрывают вот таким вот большим щитом, вот, и открывают его только иногда, вот, чтобы, может быть, если слишком влажность большая или что-то еще. Но, как правило, оставляют закрытым, чтобы полностью равномерно проходила сушка чая и не портился его аромат. 粉呢就是白色，盖呢就是灰色，所以徽派建筑有个特点。 Интерьер, собственно, дворика завода, то есть, как, ну, все не просто так, то есть они сделали все, во-первых, по фэншую, во-вторых, по тайди, то есть даже в центре дворика такой вот маленький каменный, можно сказать, садик, да, где все сделано для того, чтобы заниматься тайди сюань. 然后我们的老板 boss 买了它，买。 О, это же Ваканзян Джианда, здесь мы видим, в общем, очень такое традиционное фудзянское жилище, которому, кстати, уже, так я так понимаю, больше 100 лет. Вот, просто оно было полностью разобрано и перевезено сюда. Вот, и так как директор вообще завода очень любит, как мы уже видели, традиционную китайскую культуру и вообще просто китайскую традицию в целом, он, собственно, перевез сюда, и здесь такое место досуга и даже такой, можно сказать, микромузей, посвященный этому заводу чая. В каждом традиционном доме в Китае, вот, особенно в Фудзяне, есть такое место, называется Тяньцзин. То есть, если вот мы были все в Лунзине, вы знаете, такое, то есть, колодец дракона, а здесь небесный колодец. То есть, как бы это место, откуда собирается дождевая вода. Вот, это происходило, во-первых, что во времена засухи, чтобы собирать воду, да, а во-вторых, что это просто красиво. То есть, ты сидишь дома, пьешь чай, и у тебя падает вода с неба и как бы собирается сюда, то есть, это очень такое, скажем так, фэншуйное зрелище. 那边呢是郑和珍品茶，当时的一个中国现代的一个和为贵。然后 каллиграфия одного из известнейших каллиграфов на Китае, вот, который вот подарил этот мастер, в том числе и директору этого завода. А здесь мы видим, значит, небольшую экспозицию археологических находок, которые были сделаны в окрестности Джанхэ. Вот, здесь чайники периода Тан. Значит, потом, значит, сунские чашки известные, вот, которые традиционное это глазурирование династии Сун. И тут фотография, кстати, как иностранцы, англичане, соответственно, да, то есть уже больше 100 лет назад приезжали сюда за чаем, еще тогда. И, собственно, упаковка чая для экспорта в Англию. Вот. А еще раз сказал мне только что чай, в общем-то, начали делать в Джанхэ еще в династии Сун. Вот. А кроме того, вот здесь вот видны такие вот янпин, то есть пробнички разного чая. Здесь Джиншань Сяожун 1977 года, то есть в оригинальной упаковке, даже специально его запаяли. Вот, то есть это пробники обычно на каждом производстве завода. Тестеры во время пробования чая откладывают партию каждого года и запечатывают ее герметично. И потом уже сравнивается с современным чаем. Вот, то здесь как раз вот это. А здесь мы видим, значит, 62 года в Фудзяне Хунча написано, да, то есть фудзянский красный чай, причем 3 самых известных: Джаньхэ Гунфу, Хаяо, Байлинг Гунфу, Хаяо, Таян Гунфу. То есть 3 самых известных красных чая в Фудзяне. Вот, 62 года баночки. Очень такая экспозиция знаковая, можно сказать, здесь, соответственно, Луюй, то есть театр чайного канона, всем известный, вот, как хранитель чая, может даже, можно сказать, в чем-то даже бог чая для китайской культуры. А здесь каллиграфия тоже вот известного китайского мастера, вот, там, значит, изображен перекресток и глаз, и путь, то есть, соответственно, то есть выбор пути именно туда, куда надо двигаться. Традиционный ящик, упаковка, в общем-то, можно сказать, прототип современных таких картонных больших коробок как для белого чая, который используется, так и для улучшающих чаев. То есть почему именно такая упаковка? Потому что чай хрупкий и в процессе перевозки может очень сильно испортиться. Вот. И здесь, собственно, такая вот старая упаковка белого чая. 都会复杂一点。水，试水以后，然后我们的第二个工序就是用这个揉捻机来进行揉捻。揉捻啊。对，揉捻以后让它全部呢，这就是在一部分的精品红茶单芽的，你可以看一下。这是芽茶。Вау, очень хорошо. Да. Происходит揉捻, да, то есть сминание чая и видно какого качества сырье, то есть одни почки практически. Вот. Ага.
烘干。啊，明白了。烘干完以后呢，我们就通过人工对这个茶叶进行体检，把它里面的杂质给拿出来。拿出来以后，我们再放到小。Ну, то есть сушка, да, проходит, после этого идет, собственно, обжарка. Вот, а здесь, соответственно, конвейер уже автоматический, да, который идет постепенное, плавное приближение к прожарке, то есть поэтапное, да, то есть там чай вот так вот движется по конвейеру, да, движется и, соответственно, плавно прожаривается. После того, как он пожарен, он уже там вручную отбирает всякий мусор и, собственно, вот продукт уже готовый. Это 用太阳晒干的，这是用太阳晒干的。Да, сейчас мы, собственно, пробуем прям самый свежий, только что сделанный чай, то есть буквально сегодня он уже был приготовлен. Вот, и аромат у него, конечно, просто волшебный. Меня интересует только один вопрос. Вопрос качества и цены. Это два вопроса. Это один вопрос, потому что это их соотношение между ними. 个人的这个计量方式基本上都是用这个500克作为这个单位的。知道。За Инань там он用那个игудин. Мы сейчас на пути на плантации джейхэшного белого чая джейхэ, а также красного чая. Ну, то есть, в общем-то, в горы едем. Вон туда, прям вот в те самые горы. Причем, кстати, надо сказать, что здесь они даже повыше, чем в Уишане, и ничуть не менее красивые. Вот. И сейчас посмотрим, как же растет замечательнейший чай из замечательнейшего джейхэ. Вот, но поднимаемся в гору смотреть кусты байча.你爬到前面去照下来就很好看了。他们在吃兔子锅里。Внизу перед нами город Джейхэ, ну или, может быть, по местным меркам, скорее, поселок Джейхэ. Вот. Здесь, соответственно, мы видим красивейшие горы, на которых растет прекраснейший белый чай из Джейхэ. А вот это вот Джейхэ Дабай, то есть большелистный белый чай из Джейхэ. Вот такой вот он, таких вот размеров достигает лист, что весьма характерно. Вот, и как раз это можно видеть, что скажем, более простой белый чай делается из вот уже сырья вот такого размера лист можно встретить даже уже в готовом чае. Но, как правило, более качественные, то есть и Бэхауэнджэнь, который делают только из почек, и Мудань Ван, то есть самый лучший Мудань, его делают только из вот таких вот типсов. То есть два листика и почка между ними.